Здравствуйте. Буду разбирать вот такой вот водяной насос. После зимы поработал минут 5 и все на этом. Так, будем смотреть, что с ним произошло. Для начала, так, насос называется ручеек. Ручеек. Город Могилев. Так, вот вижу, уже нет в одной шпильке. Но это, наверное, никак на работоспособность не влияло. Вот тут все закорело. Прокладка сидит намертво. Так, ну что, возьмем вот такой вот жидкий ключ, чтобы отвинтить шпильки было полегче. Это что-то типа аналога ВД-40. И вот так вот. В итоге распилил гайки болгаркой. Заснять не удалось, так как делал это на улице. В общем-то, пропиливается в двух местах. Ну вот могу здесь на примере показать. Делается два надреза. Выбивается зубилом кусок гайки. И тогда можно спокойно открутить. Оказалось, что сгорела катушка. Катушку я выбросил там же на месте. Так как она залита бокситкой, и проще было бы найти целую. Значит, отдали мне нерабочий насос, но с обрезанным проводом. И дальше видео будет скорее о том, как соединить провод в агрессивной среде так, чтобы не коротнуло. Буду пробовать соединять, наращивать провод. Залудил провода. Теперь, прежде чем припаивать, одену сначала термокембрик потолще, потом обычный кембрик, теперь термокембрик потоньше,
И вот два на провода. И вот так буду припаивать. Повредилась изоляция на проводе. Здесь чуть меньшего диаметра взял, здесь вот чуть побольше. А теперь вот в этот кембрик, тут есть небольшой зазор, буду заливать бокситку. Залил изнутри бокситкой. И теперь наденем сверху еще один термокембрик. Буду собирать. Еще прежде чем ставить прокладку, вот в этом месте загерметизирую вот таким вот полиуретановым герметиком.
Стягивать буду на приготовленные новые болты. Вот так они выглядят. Был болт-парт шестигранник, такой наружный. Обточил на наждаке и болгаркой пропилил под штифт. Под гайкой будет гровер. Лучше, конечно, использовать вот такие болты с внутренним шестигранником. Но у меня их только пару штук. Буду уже ставить все одинаковые. Теперь оставлю на ночь, чтобы высох герметик. Будем проверять. Включаю в розетку. Насос работает, не коротит. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.